Всем доброй ночи. Итак, хочу вам подарить очень действенный и сильный ритуал. Когда я пишу рядом сильно, очень сильно, это не означает, что те работы, которые не обозначены такими надписями, да, это не означает, что они слабее. Нет, они все сильные работы. Просто есть ритуалы, в которых можно откупиться, отнести, оставить мелочь или что-либо, то, что потребуется для откупа. Есть ритуалы, в которых силы берут нашу энергию радости. Ну, например, когда мы призываем удачу, они берут в основном вот эту энергию радости, восторга. Но есть ритуалы, которые спасают буквально. Спасают положение, спасают жизнь, спасают свободу человека, репутацию, деньги, фирму, имущество, судьбу. И в этих ритуалах существует некий договор, потому что призываете силы из более таких, высших сфер, хотя нету низких духов и высших духов, но есть иерархия. Вот когда вы обращаетесь к духам высшей иерархии, обычно это те духи, которые вот приходят просто в такой роковой момент, судьбоносный, и меняют все в вашу пользу. Конечно же, когда вы просите деньги, богатство, имущество, это тоже обращение к иерархии духов. Однако там не спасает вашу жизнь. Там дают эту удачу, дают денежное благополучие. То есть, по сути, это ваше желание. Хотите богато жить, просите это богатство и работайте, старайтесь. И они вам будут помогать, чтобы ваша работа, ваше творчество, ваш труд приносили вам удачу и благополучие. Конечно, это важно, но это не судьбоносно, это желание человека. Хочу жить богато. Вот, прошу, провожу ритуалы денежные для богатства и получаю. Но когда дело касается буквально спасения судьбы, когда дело касается, то есть таких случаев, когда могут человека, обвинить в чем-то, что он не совершал, и закрыть, когда могут, когда преследуют человека, когда могут лишить его жизни, имущества, когда могут забрать детей, все что угодно происходит в нашем мире, всякое случается. Вот в этот момент обращаются к силам более таких, более могущественным силам и просят посланников оттуда. И это уже не просто ритуал, это некий договор. Вы выполняете, то есть они выполняют свою часть, свои условия договора, вы выполняете свои условия договора. Я понимаю, что определенные существа, которым лишь бы что-нибудь гавкнуть, им нужен повод, они будут использовать этот повод всегда и облаивать. Вот когда я объясняю, что нужно определенный откуп отдать алтарю, конечно же, это им хочется полаять, пускай лают. Я же говорю так, потому как я знаю, что нужно и каким образом, чтобы все получилось по вашему желанию. Знаете, я дарю такие ритуалы, такие сильные работы, которые другие даже за большие деньги не смогут составить и подарить вам. Вот, например, я сегодня говорила об этом насчет попросить хозяина города жилье. Я вот не знаю,
ни одного практика, который смог бы даже за 1 000 000 рублей вам призвать это жилье за короткое время. Ведь когда отправляют, например, откуп, там каждый раз, когда человек проводит, какую-то сумму туда кладет, это небольшая сумма, но когда, ну, например, ты смотришь, сколько купюр, не то, что сколько там общих денег, а сколько там купюр, ну, предположим, 5, ты понимаешь, что человек делал 5 раз этот ритуал. Ну, скажем, 2 раза в месяц делал. Это можно сказать, за 2-3 месяца он купил этот дом или квартиру. У него получилось. Не обязательно, чтобы деньги с неба, то есть не то, что не обязательно, деньги с неба не упадут, но могут, то есть, дать ему ипотеку, могут помочь друзья деньгами. Он может наследство получить, может продать участок земли, который много лет не мог продать, и добавить, купить себе тот дом, который хочет. То есть ему дают возможность, устраняя все трудности и препятствия, к этому жилью. Некоторым вообще давали жилье с работой. Через 5 лет это жилье становится уже его собственностью. И такие возможности открывались. Но они открывались. Я не знаю ни одного практика, который даже за большие деньги, если у вас возьмет, сможет вам помочь получить это жилье. Не знаю. А здесь эта работа дана вам совершенно бесплатно. Но есть одно условие, уже вам говорила. Да, определенные условия, которые вы должны в конце выполнить, когда вы получаете это жилье, чтобы это жилье приносило вам удачу. По логике вещей, человек, получивший уже желаемое, зачем должен откупаться? А затем, чтобы это не отобрали назад. Именно поэтому врачи берут за лечение в начале. Именно поэтому перед операцией человек оплачивает операцию, потом идет ложиться под нож хирурга. Вот именно поэтому. Потому что, зная психологию большинства людей, не всех, но большинства людей, знают, что когда дело сделано, то человек приводит 1000 аргументов, чтобы не оплачивать эту работу, или не откупиться, или не соблюдать эти условия. Это, конечно, омерзительно, но это факт. Теперь, если вам в ритуале сказано, что вы должны вот это сделать, вы обязаны это делать, потому что вы заключаете договор, контракт. Если вы нарушаете свой пункт договора, они у вас заберут. Они заберут все, что отдали, еще заберут сверху. Как, знаете, как там... как там оплачивается, когда расторгают договор. Сейчас не помню это слово. Неустойку, да. Если актриса подписала договор с кинокомпанией и отказалась играть эту роль, она платит неустойку. Если вы вначале включаете видеоролик, вы должны внимательно слушать. Если вы согласны с этим условием, вы говорите, я согласен, лишь бы меня этот ритуал спас, лишь бы помог. Вот у меня там страшное запутанное дело, ну, все что угодно. Предположим, какая-то проблема не решается никак. Лишь бы вот мне этот ритуал помог, я согласен, я сделаю, как там сказано, откуплюсь, как сказали. Ты согласился, ты попросил. Они тебя услышат и помогут. Я вам говорю на просто 1 000 000%. Почему я в таких вот спасительных, по сути, ритуалах вот такие условия выдвигаю для человека? Потому что я изучила это, я полжизни в магии, я знаю, что я говорю. Когда духом что-либо обещаешь, они обязательно выполнят твое желание и будут ждать, пока ты выполнишь. Это, в моей жизни было много раз. Они любят выполнять и ждут, пока ты выполнишь. Что-то обещаешь, даешь какой-то зарок. И обязательно они сделают, как ты просишь. Это сработает. Это самый верный путь получить желаемое у сил.
И они выполнят твою просьбу обязательно. Но будут ждать, чтобы и ты выполнил. Если ты не выполнишь, в следующий раз не помогут. Отберут все, что отдали, еще сверху заберут, потом не жалуйся. Поэтому я всегда говорю, думайте, если вы из того числа алчных существ, которые не желают потом выполнять условия этого договора, значит, вообще не влазите сюда и не трогайте. Итак, это 3 духа судьбы. Это духи, которые были еще со времен халдеев, это Вавилонское царство. К ним обращались жрецы по просьбе людей. И они выполняли их просьбы. Потом люди откупались по-разному. Итак, если... То есть в каких ситуациях можно эту работу трогать, затрагивать? Вы не можете просить возвращения мужика. Это не для этого эти духи. Вы не можете просить выздоровления от болезней. Потому как они не касаются сфер здоровья и любви. Но вы можете просить работу, которую вам хочется найти, назвать эту работу. Прям конкретно нужно называть. И сейчас я вам объясню. Работу найти. Спастись от обвинения, от преследования. Что еще? Если вас в чем-то ни за что обвиняют, если вас в чем-то подозревают, а вы не виноваты. Если вы хотите, чтобы человек, который вам противен, неприятен, отвязался от вас. Если вас преследует человек, вы хотите, чтобы они помогли его убрать подальше от вас. Если вы хотите выиграть суд, потому что вы правы. То есть вот в таких ситуациях. Работа, деньги, возможность избавиться от суда, выиграть дело в суде. Причем вы можете просить только за себя, но если, например, это судебное дело касается всей вашей семьи и благополучия вашей семьи, вы можете попросить, чтобы ваша семья выиграла суд, чтобы вы смогли победить в этой схватке. Эти 3 силы судьбы, 3 духа, они вам помогут. Но первое, как только они выполнят свою просьбу, вы должны в течение 3 дней откупаться. Первое. Отнести под дерево чашу с квасом. Возьмите хороший квас, дорогой. Налейте туда, в эту чашу, поставьте под дерево. Черный хлеб, разрезанный на несколько кусков. Черный, темный хлеб. И мед тоже в отдельной какой-нибудь чаше. Не в пластиковых. Возьмите, купите что-нибудь или возьмите из дома. И оставляйте под деревом и уходите. В таком месте, где вы долгое время не пройдете. Так что подальше от дома. То есть такое место, где вас, год-два там не будет. Оставляйте, благодарите, говорите, откупаюсь, монеты не нужно, только вот это. И отправляйте на алтарь ведьмы 3 серебряные изделия, но с камнями, разными камнями, настоящими камнями, потому что камни – это энергия. 3 духам 3 изделия с различными камнями, потому что вы должны отдать определенную энергию свою, энергообмен должен произойти с этими духами. Вот они вам помогли выиграть суд, в котором вы выиграли там столько-то миллионов рублей, или отстояли свою свободу, или не смогли у вас отобрать ваше имущество. Похоже, я давала женщине, у которой там отбирали ее магазин. У нас южный город в России, юг России.
И отбирали просто мэр города, начальник милиции. Просто позвали, сказали, все равно отберем, лучше сама отдай, иначе, сама понимаешь, сын есть, там подкинем, что надо. Короче говоря, сделаем как надо. Вот похожий такой ритуал я ей дала. Ну, немножко другого типа тогда я ей составила, ну, неважно. И она провела. И вы знаете, начальник милиции разбился. Этот мэр города был, значит, пойман московскими проверяющими. Так как-то внезапно, всегда было все хорошо у него, как-то его внезапно поймали. Судебное дело завели. Сейчас я даже не знаю, посадили его или он там ушел просто в отставку. Пришел новый человек. А этот новый человек совершенно не затронул ее, потому что очень боялся, потому что только что вот предыдущего, да, забрали в кандалах. Все закончилось. Кто-то скажет, жестоко, человек же погиб. Вы знаете, силы сами решают, как наказывать. Она же не просила смерти для него. Она просто просила, чтобы они отстали. Человек погиб, жалко человека. А если бы человек подкинул кое-что ее сыну, и ее сына посадили бы лет на 20, вы бы пожалели этого человека, который погиб? А скольким он вот так подкидывал? Если человек так может грозиться, значит, ему не впервой. Значит, он уже делал это, он знает. Да, этот механизм у него отточенный. Так что силы сами наказывают. Просто приходит момент, когда терпение сил лопается, и они просто наказывают так, как считают нужным, и очень жестоко порой наказывают. Вот сегодня я ролик загрузила от Елены. Силы помогли наказать монстра. Адвокат, который должен был защитить монстра на суде, нелюдя, утонул. Да, второй адвокат, несчастье за несчастьем на него сыпалось, не смог защитить его. Силы так решили. Мы ни для кого ничего плохого не просим. Мы просим справедливости. А справедливости они сами решают. И мы не имеем права потом роптать. Почему так? Вот я так не хотела. Не имеешь права. Они решили. Итак, я вам сказала, как вы должны откупаться, если вам они помогут. Поэтому этот ритуал используйте очень аккуратно, в самых просто, как бы сказать, безысходных ситуациях. Часто нельзя использовать этот ритуал. Не больше 3 раз в год. То есть не обязательно 3 раза в году, но не больше. Если обойдется и вы не затронете целый год этот ритуал, замечательно. Но если придется, поэтому знайте, в самых безысходных ситуациях все меняется в вашу пользу сразу же. И я думаю, что если человек смог отстоять свой бизнес, для него 3 изделия с разными камнями невелика потеря. Камни, они дарятся, посвящаются этим силам. И они должны быть настоящие, чтобы они содержали энергию. Вместо твоей энергии ты отдаешь энергию камней. Вот так, если вы не поняли. Итак, здесь есть определенные слова. Во-первых, нужно называть свое имя. За других вы проводить не можете никак. Если вашим детям исполнилось 20 лет, вы можете дать им провести, если у них есть какая-то проблема. Значит, я прочитаю кусочек, потому что я включу, я записала заранее. Читать нужно 3 раза. Нужна красная свеча. Просто красная свеча, неважно какая, тут источник света важен. На свече пишите свое имя сверху вниз. Зажигайте эту свечу 3 раза, читайте, нужно погасить. Читать нужно 3 ночи кряду. Вот ночью. Вот как солнце село, можно в 10, в 11, неважно, солнце должно сесть. Любой день можно читать, не имеет никакого значения. 3 ночи кряду проводите этот ритуал. Значит, написали свое имя маркером, фломастером, как угодно. На свече зажигайте свечу красную. Читайте 3 раза, погасили свечу. Убрали, спрятали. Следующую ночь зажгли, 3 раза прочитали, погасили, убрали.
В третий раз, то есть на третий раз прочитали, перед тем, как, то есть зажгли, прочитали и оставляйте догореть. Если ночью проведете, возьмите какой-нибудь удобный подсвечник, чтобы поставить, чтобы он растаял. Вы же не будете до утра сидеть ждать. Он будет гореть и растает, безопасно, чтобы было. Есть такие, как поднос, знаете, такие круглые. Ставите свечу, и замечательно горит и догорает. Потом этот огарок свечи просто выкиньте. Его не надо никуда выносить. И как только у вас получилось, а у вас получится от силы в течение двух недель, вы в течение 3 дней откупаетесь. По крайней мере, вы подготавливаете все для откупа в течение 3 дней. Сразу же, как только у вас получилось. А у вас это получится. Это даже вне сомнений. Только знайте, в каких случаях это можно применить. Я вам объяснила. Итак, есть здесь определенные слова. Желание из-под земли достану. Здесь называть свое имя. Я буду называть свое имя, я думаю, поймете. Далее. Молвил, проси. Я попросила. Говорите желание в 2 словах. Например, пожалуйста, помоги мне отстоять там свой бизнес. Пожалуйста, помоги мне остаться на свободе. Что еще? Помогите мне, да, или помоги мне вот этому духу найти работу такую-то, четко, ясно, какую работу, кем вы хотите. Не какую-нибудь, что-нибудь найти, а четко, какую работу вы хотите. Назвали и дальше продолжаете заговор до конца. Сейчас я включу, вы поймете, в каком месте, как нужно говорить. В принципе, это несложно. И еще раз говорю, условия вы должны соблюдать. Иначе больше вам помогать они не будут. Начнем? На Аздамовой горе стоит великий Атрушан. Пламя до небес поднимается. Жрица богам мольбу возносила. Великую требу для меня творила. Двери судьбы в тот час отворились, и 3 духа судьбы ко мне вниз спустились. Дух Амасу воскликнул: по правую руку встану, желание Инги из-под земли достану. Дух Мовсар молвил: по левую сторону встану, для Инги опорой и защитой стану. А дух Асар громогласно молвил: проси. Я попросила, и он исполнил. Время духом подвластно. Они всемогущие, они везде сущие. Дали мне слово и сдержали слово. Заклято. 1 раз достаточно. Вот там, где молвил. Сейчас я вам еще раз скажу. Ой, усталость берет свое. Молвил, проси, и я попросила. И тут говорить свое желание. И дух исполнил в конце. Итак, еще раз напоминаю, когда имеете дело с духами высших иерархий для более серьезных проблем и просьб, учтите, что вы заключаете с ними контракт. Не выполните просьбу, они вам больше не помогут. Это самое меньшее, что случится, и значит, вам повезет. А может быть и хуже. Они могут забрать то, что дали. Если вы решите с ними поиграть, знаете, если вы решите их обдурить. Здесь все просто. Они помогают, спасают и 1000 раз еще помогут. Просто надо выполнить условия, которые сказаны. Если вы не готовы выполнять, или вы относитесь к тем людям, которые на авось надеются, авось пронесет, лучше вам их не трогать. Вот и все. Иначе просто вы раз и навсегда лишитесь возможности просить что-либо еще раз через мои работы. Желаю всем удачи.